несколько слов о том, как работал Саржент. Сначала он работал только со средними тонами, моделируя в больших плоскостях, как он сделал бы, если бы голова была яблоком. Саржент предпочитал рисовать настолько прямолинейно, насколько это было возможно, сначала создавая в своей композиции более крупные формы и массы, прежде чем выделять внутри них более мелкие. Ему также нравилось сначала устанавливать средние значения, чтобы он мог судить о том, насколько светлыми или темными должны быть конечные акценты. Он проповедовал экономию усилий во всех отношениях, высочайший самоконтроль, как можно меньшее количество мазков для выражения факта, наименьшее количество бесцельных мазков краской. Он верил, что живопись – наука, которой необходимо овладеть, чтобы превратить ее в искусство. Вы должны рисовать кистью так же легко, почти бессознательно, как вы рисуете карандашом. Аксиома искусства – упрощать предмет. Не тыкайте бесцельно в холст в надежде, что из него каким-то образом получится картина. Ищите, как меняются и смещаются плоскости, поверхности вашего объекта. И не украшайте преждевременно поверхность ненужными деталями, пока вы точно не определили цвета и значения, потому что именно они создают основную форму. Наконец-то у нас все готово, и мы запускаем новый курс «Старый причал». Я в течение 1,5 минут расскажу об этом курсе и скажу, что скидка в 50% на него будет работать до 21 апреля. Курс состоит из 4 уроков. Первый урок бесплатный. На нем мы компонуем в 2 вариантах этот мотив. Первое композиционное решение – это панорама. Второе – фрагмент. На сайте урок этот выложен. Вы можете порисовать его со мной или самостоятельно. Следующий урок – это основная работа, которую я пишу маслом, и вам предлагаю тоже такую укрывистую технику. Это может быть не обязательно масло, может быть темпера, гуашь, но главное укрывистое. Я работаю маслом. На этом уроке я пишу панораму, то есть пирс, который вы видите, полностью закомпонован в холст. Третий урок – фрагмент этого пирса. И природа подарила блики на воде под этим пирсом, поэтому в нем будут показаны и разобраны акценты. Четвертый урок – это творческое решение акварелью. Как обычно, я предлагаю вам 2 пакета. Первый – базовый. Все уроки курса будут доступны в течение 3 месяцев со дня приобретения. Второй пакет – расширенный. Он предусматривает обратную связь, тесное общение с коллегами в телеграм-канале в закрытой группе и со мной тоже. Лучшие работы я буду публиковать. Будет также доступ в дневник открытий, который я завел для того, чтобы мы все делились своими открытиями в живописи. Заходите на сайт, принимайте решения и будем работать. Николай Белышев. Фоном на стене размещены ваши чудесные картины, как белье на веревочке. Беспокойно глазу. Вячеслав, пожалуйста, расскажите об основных правилах развески картин. С уважением, Николай. Спасибо, Николай. Сейчас, кстати, холст приготовил 1,80 на метр. Буду писать работу, к которой давно готовлюсь. О сути ее я не буду рассказывать. Вы сначала ее посмотрите. Надеюсь, я успеть к выставке, к которой готовлюсь. Она будет в конце мая в Манеже, в Москве. Серьезная международная выставка. Заранее приглашаю вас. Ход работы над этой картиной и над другими я буду показывать на канале Boosty, куда вас зазываю. Там каждый день что-то новое появляется. И сегодня тоже. Ну, а по поводу белья на веревочке и моей картины, ну, это ж мастерская. Я вешаю работы не для того, чтобы ими любоваться, а для того, чтобы их заканчивать. То есть я смотрю, где мой глаз цепляется, что-то нежелательное там творится, неугодное глазу. Ставлю, да и исправляю, приканчиваю постепенно. Да, белье на веревочке сушится, высохло, потом складирую.
По поводу развески картин. Ну, посмотрите, можете набрать, наверняка есть, я не смотрел в интернете, музейная развеска. Большая картина, потом маленькие по бокам, например, средние, мелкие под ними. Ну, там это не так сложно освоить. Вы выстраиваете из картин на стене композицию. Более того, композиция вообще во всем зале, да, в нескольких залах. Какие-то работы должны держать зрителя. Ну, как явление Христа народа. Держит, а мелочь по краям. То есть в центре внимания главное, по бокам второстепенное. Стена может быть разбита на нескольких таких главных вещей или полуглавных. В центре стены, например, совсем главное, потом что-то эскизная часть или этюдная, ну или среднего формата картина. Потом еще менее главные. По пятну еще, по цвету тоже, чтобы они не были, например, все время в одном месте красный, а потом там синий. Как-то так распределять, вы почувствуете это. Ну и важный момент, чтобы картины не толпились. То есть был воздух между ними. Понятное дело, что мы платим за аренду, и хочется побольше впихнуть. Но вот лучше поменьше, лучше побольше воздуха, чтобы у картины было вот место, чтобы глаз не отвлекался. Ну так вот, скороговорочкой, пунктирчиком об этом. Можете написать, друзья, может, какие-то прям такие четкие правила вы поможете изложить. Данила Бугров. Здравствуйте, Слава. Здравствуйте, Данила. Как вы вдохновляетесь к новым работам? Как вы себя подводите к новому произведению? Ведь вы живете не только натурой на пленэрах, вы вынашиваете идею произвести шедевр то ли с натуры, то ли с своей фантазией, именно в мастерской большого формата. Где вы черпаете идею, как вы подходите к святому исполнению задуманного? И самое главное, что вас обычно вдохновляет? Жизнь, Данила. Правда, истина. У музыкантов, я занимался там с одним человеком, и он мне рассказывал, когда, например, певец поет про Луну, не надо показывать, что вот Луна, вот река, это дурной тон. То есть нужно так исполнять, петь произведение. Дополнительные указатели не требуются, что там Луна, и так должно быть понятно. Но вот так и сочинять композицию, не в лоб как бы. В лоб может выглядеть комично. Прожектор шарит осторожно по пригорку. Смешно. А как это происходит, Данила? Как вот это все сочиняется? У каждого своя история. Может сочиняться очень долго. У меня, например, вот работа, которую я сейчас буду делать, она прям со времен еще Строгановки. Да, возникла. Вот оно как-то возникает. Это тайна великая, как это возникает. Как сочиняются стихи, как приходит музыка, если сочиняет человек. Или, я не знаю, литературное произведение. Каждая строка – это вот поток чего-то высшего, к тебе приходит, ты ловишь, вот все. Как знаете, раньше были приемники такие, настраивались у КВ, настраивались на волну. Сейчас раз, кнопку нажал, FM 98.00, и все, и пошло. А раньше все там настраивалось. Надо настроиться на волну своих ощущений. Что ты хочешь показать, рассказать о чем, что тебя волнует. И попросить небесное начальство подсказать. А оно подсказывает тут же. Уверен, что всех нас вдохновляет красота мира. В таком большом смысле. Если мы, например, отлетим от Земли на какое-то количество миллионов километров, она же будет точкой маленькой в бесконечной вселенной. И на этой маленькой точке одна там какая-то вот такусечка, еще меньше частичка. Говорит, мое, а это не твое. И вот ругаются в этой вселенной какие-то там козявочки там вообще. Не могут договориться, доказывают что-то. Смешно в масштабах вселенной. Вот идея для картины. И тут же надо думать, как это изобразить, через что. Если мы включены в жизнь активно,
Она жизнь. Подсказывает нам различные формы, приемы, как это выразить. Кто-то песню споет. Золотая чашка золотая. Кто-то стих напишет. Кто-то просто посмотрит. Зло или ласково. Самое главное, что вас обычно вдохновляет. Вот портрет, например, пишешь человека. У меня прям сильно экстаз такой. Причем никто этого, наверное, и не видит. Но для меня это прям такое таинство. Потому что через глаза, я вижу такую какую-то бесконечную глубину любви. И хочется это, написать. То есть в глазах каждого человека любовь Всевышнего. Просто через глаза это струится. Даже если человек об этом не знает. И прикосновение к этому таинству, выносит тебя в какие-то империи. То же самое происходит, когда ты пишешь, я не знаю, натюрморт, пейзаж, потому что свет, это же чудо, ложится определенным образом на объекты. И этот свет просто так питает, что, мама дорогая, и слов-то и нет. Друзья, скоро у меня плёс. Если кто-то хочет присоединиться к семинару, пожалуйте. Многие просили о семинарах в России. Присоединяйтесь, пожалуйста. Жду вас. Сразу же после плёса будет Италия, Гарда и Рим. Можно записаться на сайте, там подробная информация. Либо мне в личку куда-нибудь пришлите. В WhatsApp, в Telegram, на почту. Диана Нехо, расскажите, как структурируете и храните свои картины. Есть стеллажи, на которых стоят там среднего размера. Это, конечно, требует помещения отдельного. У меня есть такая возможность. Я построил небольшую такой склад. И мастерскую еще буду строить. А небольшого формата работы я пронумеровал. И прям под номерами они у меня в таких коробочках специальных уложены. И если кто-то покупает, у меня на сайте они под номерами, мне легко найти. Если вам действительно нравятся мои видео, не забывайте поставить лайк. Это важно для развития канала. Удачи и новых открытий в живописи. Пока, ребята.